Сейчас со всех сторон мы с Тадой слышим, что миграционная служба в Германии не обновляет пластиковые документы для украинцев в Германии. Я хочу напомнить, что параграф 24 для украинцев официально продлен только до марта 2027 года. Может быть, с этим связано, и они не хотят тратить свои ресурсы на то, чтобы выдавать новые пластиковые документы, а выдают какие-то дополнительные бумажки, подтверждающие, что старый пластиковый документ до сих пор действителен. И, в принципе, так делали раньше, но нам в прошлом году, ровно год назад, обновили наши пластиковые карточки, и на них была до сих пор актуальная дата. Для нас, как людей, работающих в YouTube, то есть с сайтами, это критично иметь такой документ, который система Google может распознать и принять. А какие-то дополнительные бумажки система не принимает. Поэтому мы сейчас решили пойти и снова попробовать обновить наши пластиковые документы, чтобы на них была актуальная дата. Очень переживаем, сейчас идем, не знаем, дадут нам или нет. 3 недели назад мы записались на прием в Ausländerbehörde в нашем городе. И на 9 у нас прием. Мы уже возле Rathaus, на главной улице у себя. Здесь вход в Ausländerbehörde с той стороны. Вот наше отделение Ausländerbehörde. Надо кнопочку нажать, наверное. Ну что, нам отказали в продлении наших пластиковых документов. И это было для нас неожиданностью, потому что в прошлом году нам дали все-таки. Мы зашли в Ausländerbehörde, и сотрудница попросила наши документы и сразу пошла консультироваться к начальнику. Это был первый признак, который нас напряг. То есть она сама не могла принимать решение. Через 5 минут она вернулась и сказала, что leider nicht. По-немецки это обозначает, к сожалению, нет. Мы не можем вам выдать новый пластик. Можем только дать вам дополнительные бумажки, подтверждающие, что ваш старый пластиковый документ до сих пор действительный. Вот такие Покажи, бумажки видите? нам выдали. Здесь номер нашего Да, там все документа, и вместе с этим документом просроченным эта бумажка делает этот документ как бы действительным. И с ним можно ездить в разные страны, даже в третьи страны. Да, не только по Евросоюзу. То есть это нормальная бумажка. По сути дела, мы с такой бумажкой уже 1 год прожили. Но тогда мы еще не занимались YouTube, то есть нам не надо было регистрироваться. И мы говорим, но это нас не совсем устраивает. Если вдруг сайт, какой-то сайт или Google затребует от нас подтверждение личности, верификацию, то эти бумажки не проходят. Она говорит, я ничего не знаю, обращайтесь к начальнику. Показала кабинет начальника. Ну и мы такие думаем, а что бы не зайти. Постучали к нему, а там мужчина, такой приятный тоже человек. И мы ему объясняем ситуацию. Говорим, вы понимаете, нас такие дополнительные бумажки не устраивают. Что мы будем делать, если Google заблокирует нашу деятельность на YouTube и нам перестанут платить деньги? Мы что, должны становиться снова на помощь социальную в джоб-центр или как быть? И он, конечно, понимающе к нам отнесся, начал говорить, да, я понимаю, но я вам помочь все равно ничем не могу, потому что это не мое решение. Мы спрашиваем, а что это решение, почему не выдают новые пластиковые документы? Он говорит, это Regierung, то есть правительство. Правительство Германии, а в частности правительство в Штутгарте, здесь, земли Баден-Вюртемберг, запретило сейчас выдачу новых пластиковых документов. Но все равно нам было непонятно почему. То есть, как бы какая причина. Мы начали немножко приставать. Так, в шутку, не давить на человека. Виталий говорит, так что, теперь, наверное, всех украинцев выгонят? Он такой, Ну да, я начал шутить по поводу того, что, возможно, готовят всех украинцев на выход, типа ВЭК. Он говорит, украинцы работают, это же все-таки приносят деньги, украинцев не выгонят. Это нас немножко успокоило. Я говорю, так в чем тогда проблема? Он говорит, каждый пластиковый документ стоит денег. И говорит, 100 евро стоит изготовление одного вот этого пластика. Вот такого. И я ему говорю, wir bezahlen.
мы платим, он говорит, ich verstehe, aber ich kann nichts helfen. Короче, он говорит, что это не его решение, что поступила директива сверху, и он ничем не может нам помочь. У меня, говорит, руки связаны, я ничего не могу. Мы ему объяснили все, что мы работаем, что мы сами отказались от социальной помощи и теперь сами себя обеспечиваем уже год, показали документы. Вот. И что нам теперь делать? Нам теперь опять идти просить на джоб-центр становиться. Он, конечно, да, он задумался и как бы даже стал смотреть. Говорит, я сейчас попробую еще в одно место посмотреть, там куда-то в компьютер залез. Нет, говорит, нету возможности. В случае критической ситуации, куда нам обращаться, он мне написал на бумажке Regierungspräsidium. То есть обращайся в правительство. А помните, когда бензин подорожал, мы купили целую канистру 20 литров бензина про запас, да, на черный день. Так вот, я считаю, этот черный день настал, и я должен этот бензин теперь вылить себе в канистру. Но у меня нету лейки, поэтому я вот изобрел такую лейку, делаю из простой пластиковой бутылки. Сейчас вырежу здесь кусочек отверстия. Тебе не обязательно ее все отрезать, Да, Тебе да. главное, чтобы была дырка. Да, главное не порезать. Промахти. Сейчас. О, Так, отлично. это не маленькое Отлично. отверстие. Как Не, ты не думаешь? маленькая. Так, давай попробуем. Да, молодцы, отлично придумали. Ну-ка. Давай, Еще Виталик. полная канистра. О, что так чуть-чуть повернуть? Поверни. О, отлично. S-Gate. Нет, Вау. надо немножко спокойнее. А ну видишь, как волной пошло. Сначала, Да, ой, чуть-чуть протекает. разливай. Давай чуть-чуть спокойнее, наверное. Оно под это. Это вначале там был у тебя большой напор, Угу. а сейчас ты регулируй, потому что потеряем много. Сейчас нормально или подлизывается? Чуть-чуть подымили вверх. Что-то проливается оно. Не знаю, в чем тут дело, но проливается. Я так уже пол-литра разлил. А Но это, вообще лучше сейчас, наверное, на этом пока остановиться. да, эксперимент до конца не удался. Лейка неудачная. Guten Tag. Вот так. Der Parkplatz hier ist kostenpflichtig. Das Sie ist müssen da bezahlen. Okay. Das geht nicht. Ага, ich bezahle. Okay. Hast du schon was rausgeschmissen? Ein bisschen, ja. Das ist Entschuldigung. nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Wir haben das bemerkt und machen nicht mehr. Ja, das ist nicht gut. Das ist ja Benzin, das geht nicht. Haben Sie nichts da zum was streuen oder so? Etwas zum Waschen. Zum Wasser. Dass das weggeht hier. Das ist nicht gut. Das können wir so nicht lassen. Müssen wir etwas nehmen und waschen mit Wasser. Ja? Ja? Okay. Und machen wir das. Ja, Ich nehme Wasser mit. ja, ja, wir nehmen von Fluss und Wo hat es ein Wasser? Ja, das ist das weg. Короче, ситуация патовая. Мы случайно разлили бензин на стоянке. Подошла женщина, которая здесь проверяет стоянку. парковкой, занимается парковкой. Да, контролирует все. И увидела, что мы разлили бензина и, короче, сказала, все, вы должны вызывать пожарную машину, которая будет смывать этот бензин отсюда. Потому что это типа опасно. Да. Это же не заправочная станция, а простая парковка. Здесь бензина быть не должно. Мы ее еле уговорили. Говорим, мы сейчас возьмем. Виталик уже сел в машину ехать моющее средство в Гайслинген покупать. Да. А она потом уже Она фотографировала. и на ходу Виталика остановила, говорит, все, это не обязательно. Берите воду, вот это, мы там набрали бутылок, нашли пустые бутылки, берите эти пустые бутылки, и будет достаточно. Но она звонила Она с шефу, шефом, да, шеф дал добро. фотографировала, короче, все это. Типа, чтобы согласовать, чтобы с нее тоже не спросили потом. Ну да, В общем, ну, слава богу, кончилось все вот так вот. Просто полюбовно, полюбовно. Да, он- сказала, достаточно воды. Смойте водой и все. А сейчас такая погода, не ровен час дождь начнется.
А мы тут еще с водой возимся. В принципе, это немного смешновато. Но порядок есть порядок. Я сначала думал, она не за пожарную безопасность боится. Я думал, она боится за то, что пятно останется и запах, это экология, это курорт, да? Нет, ну запах тоже, конечно, имеет значение, но кроме того, это еще опасно. К счастью, мы остановили процесс. Мы сегодня с Данилом приехали в Бад Уберкинген. Это небольшая деревенька рядом с Гайслингеном. Здесь у нас местный курорт. Здесь находится бассейн, красивый парк. Приятно приехать погулять. Мы же рассказывали о том, что Данил начал учиться на курсах вождения в Германии. Прошел определенные уроки по вождению, но история застряла. Когда будет продолжение? Все письма получил, все платежи оплатил, которые там от меня ТÜV потребовал еще. И допуск к экзамену есть у меня. Теорию сдаю 20-го. Допуск к экзамену ты ждал 3,5 месяца. Да, с 8 января. Это ничего себе, прикинь, какая длинная процедура. Они там просто, наверное, отложили твое письмо в сторону, да? Ну, там же через какое-то время мне пришло сообщение, что все мое дело как бы они передают дальше, наверное, куда-то там во Фленсбург. И попросили меня оплатить, но это было еще через там пару месяцев. 20 апреля это уже на днях. Ты Да, готов вообще это в сдавать? понедельник. Да, я прохожу сейчас такие как бы пробные экзамены там у себя в программке. Вчера ответил на 30 вопросов, из них был только один с ошибкой. О, молодец. Потому что я отвечал на немецком, и я там перепутал бампер с что с демпфер. Что с демпфер это не бампер, это амортизатор. Я вообще не знаю этих слов, для меня. А это я думал, ощутимо. что это как бы при ударе, как бампер. Что как что самого. Данил нам сыграет какую-то турецкую мелодию, нет? Что Это украинская мелодия, но в турецком стиле. Когда я ее записывал, у меня разрядился аккумулятор. И она оборвалась на полусловие. А тебе она понравилась? И Да, вот да, я да. специально Очень красивая мелодия, для тебя и друзья. для наших зрителей сыграю продолжение. Давай. Сегодня утром приехали мы с мамой в больницу в очередной раз к домашнему доктору. Мамусь, выходи, пожалуйста. Давай я тебе помогу. Это самое трудное, только ты не спеши. Главное, сейчас мы регулярно посещаем домашнего доктора. Раз в 3 месяца приблизительно. Он нам назначает, они делают анализы, назначают таблетки. Анализ крови делают для того, чтобы определить, насколько много сахара у мамы в крови. И последний раз он ей прописал какие-то таблетки, от которых у мамы проснулся бешеный аппетит. И мама все время теперь ест и поправляется, да. Поэтому мы сейчас попросим доктора, может, есть какие-то таблетки, которые снижают аппетит, да. Есть лифт, ладно, налево.
кабинете у доктора. И вот надо показать. Тебе только что померили давление. И вот давление 155 на 165. Это высокое давление. Но она сказала, верхнее давление нормальное, среднее, а вот нижнее повышенное у тебя. Так, щось є означення. Бог ее знает, доктор придет, скажет. Ну что он сказал? Сказал, нужно продолжать пить те таблетки, которые он прописал. А там таблетки от диабета, таблетки от давления. А еще я попросил его, чтобы он назначил нам таблетки, уменьшающие аппетит. Он сказал, таблеток таких нету, но есть уколы. Надо купить уколы и их колоть. Я могу их сам колоть в живот. Мы сейчас поедем в аптеку с мамой и, наверное, попробуем, раз мы сами просили об этом. Там какая-то точная дозировка должна быть. Мама всегда рассказывает одну историю из своего детства. Когда она была маленькая, к ней все время в школе кто-то приставал, и то за косы дергали, то еще как-то там. В общем, ну, буллинг сейчас это называется. Вот. Раньше это просто называлось какие-то плохие пацаны, чего-то хотели, короче. Ну, просто подкалывали. И она жаловалась родителям, своему папе, говорила, ну, вот меня обижают, а я ничего не могу как бы защититься, я же девочка, а то мальчики. А папа говорит, ну ты понимаешь, я же не могу быть рядом с тобой все время. Ты должна научиться давать отпор. И мама как-то решилась, да, как это, в один день. Не в один день. Ну, вообще-то я потом научилась себя защищать. Ну там был случай какой-то с мальчиком, он к тебе пристал, а ты ему лицо исцарапала, да? Да, Міша Караптан був такий хлопчик, оце він в основному до мене чіплявся. Значить, я, коли він почав до мене приставати, я його поцарапала, щоки подрала йому, і це осталось на всю жизнь. Кошмар. Ну он сам виноват, получается. Но с тех пор к тебе перестали приставать, да? Да я ж стала сдачи давать. Тоже я все плакала, их это успокаивало, им это нравилось. А когда я стала царапаться и драться все-таки с ними, и носками бить, ногами бить, потому что лезут, пристают и дерутся. А чего они, я не понимаю. До мене в основном всегда придирались. Ну, уже нашли жертву, да. Я маленькая ростом была, поэтому они думали, что... А потом, когда я стала царапаться, давать перестали. Не стали уже приставать. И это, знаете, о чем говорит? О том, как меняется вообще отношение к этим вещам в обществе. Это мама рассказывает про времена сразу после Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Значит, это в украинском селе, на границе с Россией где-то там. Ну, в общем, это не важно, в СССР. Такая ситуация была. Родители учили тому, чтобы дети сами давали отпор. Сейчас, если родитель научит своего ребенка давать сдачи, это может обернуться какими-то судебными исками и всякое такое. То есть, представьте, сейчас приходит девочка домой и говорит, папа, меня обижают. Сейчас папа побежит туда, в школу, и скажет, тут ее обижают, кто, родители сюда, вся, вот так разбираться начнут. А если бы папа сейчас сказал, возьми этого мальчика и как хочешь там, поцарапай его, покусай, избей там, ну, как можешь. И это привело бы к тому, что обратная ситуация. То есть девочка избила, например, поцарапала, и этого папу вызвали бы в школу, потом в суд, типа нанесение тяжелых увечий. То есть ситуация перевернулась напрочь в обществе. Но я думаю, сейчас, конечно, лучше. Сейчас, получается, родители сильнее следят за своими детьми. А у моей мамы, знаете, сколько ее родители родили детей? Скажи, мама. 17. 17 детей, из них мама 17-й ребенок в семье. И
ну, ладно, 17, пускай хорошо, многодетная семья, но из них ровно половина умерла. Ровно половина. Это какая должна быть безалаберность? 8 детей умерло, 8 детей умерло. а 9 осталось живых. Ну да, чуть меньше, чем половина. Это ж как надо к этому относиться так бездумно, рожать детей, которые умирают через одного. Я просто в шоке от этого отношения. Есть, что за одно лето 3 мальчика умерли. То есть они не сразу умирали, они не знали, да, типа, они уже подросли, да, и потом... Да уже подросли, им уже лет по 8 было. Одному, наверное, лет 6, другому 7 с чем-то, а тот старшенький. И какая-то эпидемия была. И врачи ничем не смогли помочь. И сразу 3 мальчика за одно лето. Шадель. А девочки остались живы. Ну вот, видишь, а так бы я бы не родился. Нельзя на своих дедушек и бабушек плохое говорить, но меня, конечно, честно говоря, отношение к детям немножко удивляет, так мягко говоря. Не только у нас, у соседей 22 дети было, потом где-то 14 следующий. Жили хутор, на хуторе было всего 14 домиков. Да не только на хуторе, и в селе тоже детей много рожалось. И почему-то я не смогла понять, что взрослые люди не знали, откуда берутся дети, как Да. они берутся. Да не, наверное, просто это как традиция, знаешь, вот сейчас есть же тоже культуры, в которых традиционно много рожают. Они считают это хорошим, нужным делом, вот в чем. И главное, что аборты запрещены были. Тогда запрещалось. Еще и государственная политика не поощряла аборт, ну, то есть поощряла рождение. Видимо, после войны нужно было население восстанавливать. Вот Да не такое. только, А что уровень после войны, медицины... После революции. Даже после... то есть это началось до войны же. Да, это всё Ты же давай, последний ребенок. Мама родилась, кстати, за 2 недели до войны, а остальные, это ж мама последний ребенок, 14-й, остальные все... 17-й, ребенок 17-й, да. Остальные все родились до войны, то есть в период от 1900 года, да, там, или 910-го, да? 910-го. Да, от 910 до 940 какого-то. Да, до 941. То есть они начали рожать еще в такие тяжелые времена, когда революция шла, гражданская война. Кошмар, что люди творили, я не понимаю. И главное, что девочки выносливее оказывались, а мальчики слабее. И погибали в основном мальчики. Ну что ж, тебе уже 84, мамусь, не зря родилась. 85 ось через... 85. Вот сейчас в аптеке я купил уколы, которые снижают аппетит и могут способствовать тому, что мама не будет полнеть, потому что она поправляется очень резко сейчас. Их надо колоть 1 раз в неделю, оказалось, и мне нужно будет самому где-то инструкцию найти в интернете, как их колоть, потому что я не все до конца понял, что мне доктор рассказывал. Я почему-то думал каждый день колоть, а это 1 раз в неделю. Стоит это 10 евро. Мне обошлось 10 евро сейчас. А вообще, доктор сказал, это очень дорогие уколы, которые без рецепта достаточно дорого. Я не знаю сколько, нужно в интернете будет посмотреть, поискать это лекарство. Оцемпик. Оцемпик какой-то. Лада, ты только посмотри, не все так плохо. Я зашел заглянуть в шпаркассы, а там 1200 евро дополнительно. Прикинь? И знаешь откуда? Это АОК, Да, я наша вижу. страховая компания,
перечислила нам деньги, видимо, они сделали перерасчет. Мы же, получается, переплачивали, мы платили по 404 евро целый год, а потом они вот недавно, после того, как мы им прислали свои финансовые документы, за год, отчет за год, ответ из финансамта мы им прислали, и они пересчитали все по новой, и получилось аж 1200, Сколько? 1000. 1200 с копейками. 1211. Да, Ну, 1200. слушай, это круто, это вообще классно. А я смотрю, у нас на счету всего было 145 евро. Я смотрю, подожди, 145 же было. Откуда они могли взяться? А вот недавно, видишь, они, еще совсем недавно, они списывали у нас 411 евро. То есть последние несколько месяцев списывали 411, пока мы им не прислали Ну, наши... год платили 411, Да. год целый, 12 Вообще, раз. на этой карте у нас все печально, тут одни расходы. Вот АОК, телевидение 50 с чем-то евро, видишь, списывает. Дальше что там написано? Телефон Германии Это интернет сколько? 42. 42 евро за интернет. и Альянс, страховка, страховка 66. за машину, да, 66 В евро. общем, платежей очень. И я смотрю одни списания, и тут вдруг бац, такая зеленая цифра. Не одни списания, и приходы есть. Вот, друзья. Так что, Сегодня рада, сейчас будем пить коктейль по этому поводу. отлично, коктейль это алкогольный? Нет, к сожалению. Мы с мамой, для мамы, не для тебя. Я думал, коктейль. Сейчас я быстренько сделаю. Можно я спляшу? Давай. Я по-грузински. Не все так плохо. Это весь Виталий Не все Иванович, так плохо. смотрите, это его истинное лицо. Готовим зеленый коктейль. Очень полезный, куча витаминов. В общем, это то, чем мы спасаемся, когда начинается весна и авитаминоз. Смотрите, 2 яблока, апельсинка и зелень. Салат, петрушка, шпинат. Зелень можно любую. То есть какая вам нравится, какая вам вкусна. В общем, берете и столовая ложка натурального меда, водичка. Все, это все ингредиенты. Вот такая красота, смотрите. Gesund коктейль. Напиток здоровья. Вот на такие большие 3 кружки хватает. Сейчас будем вас лечить коктейлями. Садитесь. Вот такой у нас перекус. Перепив, или как это назвать. Здоровый. Так, Ольга Лукинична самую большую чашку. Виталик. Самую меньше. Ну, он не любит. Он не любит, он всегда сопротивляется здоровью. Представляете? Все. Зря. Давайте за здоровье выпьем. И пожелаем нашим подписчикам за здоровье. Пейте вот такой вот коктейль. Да. И будьте здоровы. Это очень вкусно и очень полезно. Это куча витаминов. Шпинат, петрушка, салат. То есть можно туда накидать кучу всяких полезных трав. И укроп можно, ну, кому что нравится. Все, давайте. Вкусно. Правда ж? Угу. И полезно.
Оно вот такое на вкус, как тертое яблочко. Знаете, тертое яблочко, такое меленькое, у маме вообще прекрасно. Если зубов нету, это просто шик. Я хотел бокал вина, меня поят молоком. Ох, я вырасту быком, пойду волком выйти. Конкретно чувствую себя быком, когда эту траву пью. Ольга Лукинична, скажите, он не прав. Нет, Мы же так конечно, себя не это- чувствуем, правильно? Конечно, нет. Мы чувствуем себя здоровыми людьми. Слушай, осталось только выйти на лужайку и прямо с лужайки траву так. Друзья, напишите ему, пожалуйста, ответ на, вот это, на этот заброс. Друзья, мы не хотим больше платить штрафы за то, что мы разливаем бензин на асфальт, поэтому мы приехали в Оби, чтобы купить лейку. Ну, мы штрафы не платили, конечно, но могли бы. Сейчас посмотрим, сколько будет лейка стоить. Мы нашли лейки, но не понимаем, они подходящие или нет, потому что они какие-то узкие. Вот это Вот вроде есть как такая за 15. 15 евро стоит такая лейка, но почему-то у нее вот этот носик вниз смотрит, мне кажется, он не влезет. Вот это вот вроде больше похоже, но почему такой узкий выход, как бы, я что-то не понимаю. Но мне вот это больше нравится, и она стоит 8,79, то есть в половину дешевле, чем вот это. Мы, наверное, такую возьмем. Еще есть вот такая за 9. Ну, она короткий нос имеет, смотри, она не достанет до бака. Разольется. Разольется. Опять. Смотри, это такая же, у нее откручивается, О, вот это она. классно, да. Просто тут есть носик. Все И- отлично. Если да. что, я могу вот это отрезать, она будет сильнее лить. А может она еще откручивается? Короче, я беру эту лейку за 8 евро. По крайней мере, она вот так вот согнется, да, в бак залезет, да, потому что там неудобно. Ну все, Пошли. пойдем. Мы сейчас посчитали, эта лейка стоит как 4 литра бензина. Это, конечно, мы прикололись с этой заправкой в канистру. Мы купили, я на кассе у девушки спросил, kann ich zurückgeben? Она говорит, я. Ты переведи. Могу я назад вернуть это? Она говорит, да, вместе с чеком. То есть, Вместе с чеком можно, но я не спросил, могу ли я после использования вернуть ее. Я знаю, некоторые люди так и делают. Попользуются какой-то вещью, потом приходят, ее сдают сразу же. то есть заливаем бензин, приходим и Нам сдаем. на один раз. Когда мы заправляли бензин в канистру, то цены были чуть-чуть ниже, чем сейчас. То есть было там что-то такое, вот видите, сейчас везде 21, 20, 24. Такого не было. Было 19, то есть евро 90, вот так было. Сейчас больше, несмотря на то, что Ормузский пролив вчера разблокировали. Говорят, типа нефть пошла вниз, но бензин еще нет. Ну вот мы тот бензинчик, который купили чуть дешевле, сейчас заправляем. Попытка номер 2. Я надеюсь, мы, если на заправке немножко разольем бензин, то нам никто ничего не предъявит. Это же специальное место. Заправка. Вот Германия, не знаешь даже бензин где перелить. Как здесь сложно жить. Булькает сразу на тебя. Да. То есть хранить канистры, бензин в канистре в Германии, получается, нельзя. Непонятно Негде где. хранить. Да. В подвале нельзя, надо гараж иметь. А если нету гаража, тогда где? Все, штраф. Фертик. Ура! Es ist gut. Wunderbar. Дожились. Сдаем бутылки.
мы снимаем для наших друзей, как мы сдаем бутылки. Для того, чтобы понимали, как можно в Германии возвращать часть денег, потраченных на молоко. В данном случае мы сдаем, видите, молочные бутылки в основном. Получается важно, какой стороной бутылку ты разворачиваешь тоже туда. Так, и обратите внимание, от пива у нас всего 2 бутылки. И то не наши, кто-то И принес. то не наши. Фертик. Сколько? Друзья, целых 9 евро. Ух ты! Мы заработали. Ура! Все, пошли. 9 евро. Я все думал, что купить на те 9 евро, на которые мы сдали бутылки. И вот придумал купить разнообразных печений, попробовать. Я их никогда не пробовал здесь. И поэтому не знаю, какие они на вкус. Вот. А теперь выдался такой случай, вот прям на 9 евро с копейками я набрал разнообразных. И теперь пойду пробовать. Сегодня мой друг Даниил сдает экзамен на вождение, теоретический экзамен на вождение. У нас в городе прямо напротив Кауфланда находится такое здание. Вот в этом здании как раз проходят экзамены. Здесь ТÜV тоже сдают. Я даже не подозревал, что это здесь. Он сейчас там уже где-то около получаса находится. Сейчас выйдет, и мы у него спросим, как дела. Привет, Даня, ну что? Что, все Виталик, получилось? Я тебя угощаю, идем в кафе. Сдал. Серьезно? Да. Ничего себе. 4 ряда парт с 2 сторон и по 3 планшета с Ага. каждой стороны на каждом ряду. И людей была полная комната была. Я сначала там зарегистрировался, получил место, занял его, а потом смотрю, он одну девушку спросил, на каком она будет сдавать, она сказала на турецком. Ага, Я тогда подошел, говорю, а я типа могу на русском? Он говорит, да, без проблем. без проблем. И переключил И потом, тебе, да? И как-то, когда включил я планшет, он уже был на русском. Я учил на немецком, потому что я купил последнюю программу, Мгм. самую актуальную по времени. И она была только на немецком. Там русского не было варианта в то время, когда я покупал. Мгм. И я как бы даже чуть-чуть затруднения испытал, потому что все-таки эти переводы, они как бы не совсем точные. И, например, в бесплатной русской версии там была возможность посмотреть немецкий вариант. Я еще скачал бесплатную русскую, Ага. но там она была ограничена, там только там 20%. Например, дорожка для пешеходов Мгм. в русской версии переводится как тротуар. И ты такой думаешь, что нет, это не тротуар, там знак, пешеходы идут, например. Знаешь, не как переход пешеходный, а вот мать с ребенком идут на синем фоне. Это конкретно вот как велодорожка, вот тут вот мог бы быть такой знак, и все. Это не тротуар, это дорога. А, ясно. Вот. Ну и Оно ты, сбивает. и как ты бы. не сбился там вообще? Ну? Один ответ неправильный дал. В вопросе было написано, после совершения там множества ошибок во время пробного периода человека пригласили посетить курсы. Ага. Если он на них не явился, что его ждет? И там как бы на каждый вопрос есть 3 варианта ответа. Бывают все 3 правильные, все 3 надо подчеркнуть. Бывает только один. В данном случае был только один. Заберут права. Но еще один вариант был. Отправят на тест о пригодности к вождению автомобиля вообще. И Ну. я его тоже подчеркнул. А это ошибка, да? Ну да, это слишком строго. Такой Короче. идиотен тест, он уже в крайнем случае. Крайнем Если там- Ясно. 30 вопросов всего, да? Да. И в конце, когда ты уже уверен, что ты на все ответил, ты нажимаешь типа... Экзамен сдан. Ага. И он тебе говорит, ждите, и потом зеленая табличка сдан. Вот такую себе машину Данил хочет купить. Уже присмотрел. Да, По цене уже сошлись. сошлись. Но он, правда, еще не залазил вовнутрь, может не влезть. А он не влезет, да. Ну, Но аккордеон влезет сюда, даже 2. да, да, да. Даже 2. Самое главное, вот аккордеоны можно возить. И Запросто. у него же права на коробку передач автоматическую, да? Да. А здесь можно считать автоматической, потому что, ну, ты не ногами ж переключаешь. Вот такой вот он. Драндулет.
О, вот тут красивые места такие. Речка течет. В Германии так иногда бывает. Идешь, вроде даже промышленный район. Потом бац, тебя тут речечка красиво. Ну кто-то тачку. Пару тачек кто-то утопил. А это две, не, это одна, наверное. Вон вторая, маленькая. А, маленькая, да? Вот вандалы. Когда я в Украине сдавал экзамен, там были просто картинки и вопросы, там ответы. А здесь я слышал целое прям видео, да, идут? Большая часть вопросов была сопровождена видео. То есть вопросы как бы относились к видео, которое ты должен посмотреть. Мгм. Ты нажимаешь «Посмотреть фильм», смотришь его, показывают, как ты едешь. Ага. Потом спрашивают, вот сейчас ты пропускаешь этого, сейчас выехала машина, ты его пропускаешь или у тебя приоритет? Там от первого лица прям, да? Типа да, ты за рулем за сидишь. рулем сидишь, да. А, вот так. И слушай, а можно несколько раз просмотреть этот фильм? 5. 5 раз можно прокрутить ролик для того, чтобы понять ситуацию, да? Да. И потом ответить. 5 раз, и потом уже ты смотреть больше не можешь. Я их там раз просматривал, и к вопросам, перейти к вопросам. А программа мне говорит, ты больше не сможешь смотреть фильм. Я Да? все равно... А, типа там предупреждение такое, как бы посмотрите еще пару раз, Да, да? если ты нажмешь эту кнопку, ты больше не сможешь смотреть. Давай, да. То есть ты так вот уже наверняка знал сразу. Я вчера хорошо посидел. Да. Мне эти вопросы все казались знакомыми. Я их так чик-чик-чик. Как орешки, да, такое. Да. Кроме идиот-тест. Да. Идиотен-тест. Но там не было написано идиотен-тест, там было написано экспертиза о пригодности к вождению автомобиля. Мне, в общем-то, даже повезло, потому что есть вопросы довольно коварные. Некоторые я вообще даже не понял. Все, теперь ты сможешь ездить по автобану, да? Да. Взять последние уроки по автобану и потом после этого проходить уже экзамен по вождению, да? Да.